Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника, и сегодня расклад на тему «Не знаю какая». Сейчас буду смотреть на картах, какую тему будем глядеть по 4 вариантам. Вы пока определяетесь со своей стихией или на что вы там ориентируетесь. Или просто на цвет, или по знаку зодиака, или, в общем, как хотите. Как желаете и к чему вас притянет. Так, какую тему будем смотреть, как она будет называться? Что вообще сегодня у нас актуально для просмотра? Трансформации. Ожидания, которые приведут вас к вашей же императрице. Попрощаться с прошлым, остановить ностальгию, поставить точку. Идти в свое предназначение, если кратко. Давайте-ка еще. Ну, здесь воздействие на сердечную чакру есть. По менталу работают. Кого-то из вас хотят прогнуть под себя. Энергии вот такие пошли, да, потому что там многие ополоумели после 21 января. Есть такое. Немножечко ситуация неприятна, но она имеет место быть тем не менее. Так что вот такая вот тема. Я даже не знаю, много тем, если честно. Поэтому, ну, давайте будем смотреть, кому что достанется по вариантам. Так. Башня у нас летит, что-то резко будет у вас рушиться. Резкие какие-то события произойдут неожиданно. Так, ну я думаю, наверное, хватит. Давайте-ка. Давайте-ка, да? Что давайте-ка? Смотрите, тасовала колоду. Карта смерти и 7 пентаклей. То, с чего и начали. Эту я колоду оставлю пока так. Возьму оракул теней. И буду делать выкладку, скорее всего. И по ней будем наблюдать, что там у вас будет происходить. Даже не знаю, как этот расклад обозвать в этот раз. И здесь туз кубков выпал на этой колоде. Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь императрица, и туз кубков летит. Ёлки-палки. Кто-то вас на эмоции хорошо хочет подсадить и обнулить ваше изобилие, мальчики и девочки. Ваши защиты поломать хотят.
Какие-то иллюзии будут разрушены. Со второй колоды выпадает карта башни. Так, совет вам, даже не совет, у вас известия какие-то будут о том, что обнуляются негативные воздействия на вас. Или же, что они на вас есть. Сейчас будем смотреть. Вот так вот сегодня. Быстренько у нас определились стихии по кучкам из карт. Итак, надеюсь я, что вы уже определились. Эту колоду я все-таки... Еще оккультное таро, конечно, хотела бы прийти к нам. А давайте-ка я все-таки доложу. Доложу я его. Не зря же оно на арену у нас попросилось. Возможно, обозрем расклад, чего нам нужно опасаться. Или к чему быть готовыми. Короче, поглядим. Девочки и мальчики, здесь по справедливости каким-то мужикам отлетает. Причем болезнями и очень-таки неприятными. Так, вам все видно. Начать я хочу со стихии огня. Красный ловец снов и тому подобное. Ну, давайте, погнали. Что у вас тут? Кто-то вас на общение вызывает. Так.
Кто-то очень любопытен по отношению к вашей жизни. Очень хочет общаться с вами. Причем, знаете, выводя вас на какой-то конфликт. Это раз. Сейчас буду смотреть дальше, будем уточнять. Так. Вот так оно, наверное, и пойдет у нас. До сих пор не знаю, как назвать расклад. Прям, ну, опять от рода идет информация, потому что, ну, вообще не запланировано. Ну, ребят, смотрите, на полнолуние на вас были произведены определенные работы. Почему? Потому что здесь вызовы, здесь, чтобы вы вышли на контакт с человеком. Здесь какой-то паж мечевой, вот хочет с вами общения, и, ну, что ли, или попросить прощения хочет, или же, чтобы вы его простили. Так, у нас сейчас что? Новолуние, полнолуние вот будет у нас, да, 28 января. Возможно, и на полнолуние. Давайте все-таки, да, чего нам ожидать? Чего нам ожидать? И смотрите, появление этого персонажа вводит вас в четверку мечей. Короче говоря, человек хочет, во-первых, вашей опеки. Во-вторых, вам нужно восстановление сил, уединение и освежить ум медитацией. Покой нужен вокруг вас. То есть уходите от всех ситуаций, где вас что-то напрягать будет, потому что вас хотят на распутье закинуть. Вам нужна передышка. Не давайте никому и ничему себя поторапливать. И распутье сейчас погляжу. Нет, не так. Вот так буду глядеть. Распутье, куда ведут, куда хотят. Здесь как будто человек хочет, чтобы вам было плохо без него. Это раз. Во-вторых, я поняла. Не хотят, чтобы ваша магия работала. Хотят, чтобы вы сидели с разбитым сердцем, чтобы не действовали, ничего не предпринимали. Вот. А вам нужно очень быстро с вот этим, там он паж мечей, здесь он король жезловый, с ним поставить точку. И тогда у вас идет пройти трансформацию, короче говоря, причем быстро, не затягивать этот вопрос. И тогда у вас, смотрите, шестерка жезлов, это триумф, успех, вы будете на первом месте с признанием у людей. У вас будет мотивация продолжать, понимаете? И здесь на Таро Веретника карта удачи падает. Вот пройдете это распутье, и знаете как, я все же склонна, ну, больше, короче, по жесткости вот это вот оккультное Таро, оно, естественно,
ну, жестче остальных колод, и я больше склонна, ну, как бы так правильно сказать, отдавать предпочтение, да, именно вот этой карте в данном раскладе. Почему? Потому что здесь выпадает такая карта, где вы открываете тайные мысли любого человека. Вам будет открыто видение мира. Понимаете, вы входите в свою силу. Вам открываются тайные знания. А вот этот персонаж не желает, чтобы у вас это было. Понимаете, и вгоняют вас вот в эту вот четверку мечей. Уж какими способами, смотрите сами. Но на полнолуние лунной магией, может, циклами вообще действует, понимаете? Любовная здесь магия идет. Хотят, чтобы вам было тяжело, чтобы вы груз прошлого несли, не могли, знаете, вот расстаться с печалями, с обидами. Либо же вообще вас в треугольники хотят вогнать. Так что здесь будьте осторожны, мальчики. Если смотрите, естественно, это может быть девочка, но с мужскими энергиями. А вы можете на женских сейчас пребывать, да, бывает и такое. Здесь вам быстро надо решать этот вопрос. Не сидеть в четверке мечей, а в шестерку жезлов. Быстренько туда. Все свои силы, все свои эмоции перенаправить. Ну, здесь деструктивная магия, да. Через кладбище по вам работают, поэтому информацию приняли. Действуйте. Вот так вот для стихии огня сегодня послание было. Будем смотреть дальше, кому что будут передавать. И еще стихия огня. Вы не должны повиноваться воле других людей. Особенно какого-то вот мужчины, причем не до мужчины. Вот обратите на это внимание. Вот теперь точно все. Итак, стихия воды. Хочу теперь воду посмотреть. Что у нас там по стихии воды расскажут. Так. Ребят, а вам тут от предков духов рода позитивное послание будет. У вас тут самовыражение творчеством идет. Вот оно что значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас, короче, так, связь с родом перекрывают, не хотят, чтобы вы творили, на сердечную чакру действуют, счастье вам, удовлетворение перекрывают, любовь, эмоции. На них тут неупокоенные, на эти сферы накидываются. Позитивные послания.
Здесь тоже какое-то чудо. Паш выпадает. Кубковый. Возможно, со своими проблемами придет. И, кстати, этот человек может быть под сущами. У него какая-то ситуация по высшему суду закрылась. Либо же он закрыт в каких-то обстоятельствах. Так. Здесь крадники, ребят. Здесь крадники идут. Хочу посмотреть, что вам род хочет сказать. Да, здесь тоже с любовной тематикой что-то замешано. Но понимаете, человек... Человек как хочет отобрать возможности на новую любовь, на самовыражение, творчество. Но знаете, чтобы вы ни в чем не видели счастья. В своей деятельности, в любимом человеке, который рядом с вами. Вот это еще мне непонятно. Сейчас будем смотреть. Два пажа кубков. Здесь еще хотят вас завалить проблемами по детям, чтобы с ними были проблемы. Этому человеку сейчас фигово. По справедливости получает этот человек, кстати. Здесь какое-то несерьезное предложение к вам еще будет. Человек под подселенцами. Вам нужно почиститься. И знаете, как... Либо дураком прикинется, либо вот... не понимает, почему в его жизни происходят определенные события. Знаете, как будет вам на уши накидывать свои проблемы. У этого человека большие иллюзии по поводу вас. Очень большие иллюзии. Хочу еще отсюда карту достать. Этот человек хочет забрать все то, что принадлежит вам, все ваши ресурсы, связь с родом, деньги, потенциал.
желание жить, желание творить. Ждет человек, когда вам станет хреново. Так что будьте осторожны. Здесь еще подклад. Глядите, чтобы не подсунули подарочек вам. Потому что ощущения достать не могут и лупят уже хоть по чем-то попасть. Понимаете, хотят? Могут подсунуть, что-то принести, привезти. Поэтому будьте осторожны, стихия воды. Здесь еще могут быть проблемы, знаете, как вот хотят, чтобы у вас были проблемы с вашими детьми, потому что там психуют и не могут, короче, понять, почему же им так фигово, а вам хорошо, значит, вы во всем виноваты. Короче, вы поняли и услышали, надеюсь. Общение с такими персонажами полностью в ноль. То есть, не то, что вот полностью, от слова совсем. Что бы оно там ни предлагало, понимаете, здесь попытка вас заговорить, отвлечь. Здесь даже общение по телефону с таким человеком идет до того, что он стягивает ресурс. Причем не только с вас, это вампирюга. А вампирюга почему? Потому что на нем там сидит очень много подпрограмм и программ разных, деструктивных. И оно питается, понимаете? Оно ищет себе покушать. Но человека бесит то, как вы выражаете свое творчество в мир. И стихия вода – это эмоции. Карта любви по оракулу теней выпала. Бесит еще ваша связь с родом, именно то, насколько род ваш вам откликается. Вот так вот идет. Стихия земля, идем к вам. Стихия земли, у вас вообще все классно. Смотрите. У вас тут чистки были. И вы из заключений, из изоляции, из ограничений, бессилия, которые вы же себе сами навязали, то есть тут самооморочки, вы принимаете трудное решение, становитесь честны сами с собой и выходите в мудрость, в действие, в смелость. И тут дело в том, что вы еще открываете какие-то богатства, которые были спрятаны другими магами. Здесь провидцы, здесь люди, которые меняют мир. То есть берут, делают и меняют. Но смотрите, будьте осторожны. Почему? Потому что, не будьте безрассудными, да? Контролируйте себя.
Здесь вашим недоброжелателям расплата, падение врагов. Здесь стихия земли, короче, ну так, неплохо себя зачистила. И вы выходите. Сейчас посмотрим, что за напутствие вам. Там десятка пентаклей. То есть, если переживали за денежки, денежки будут. Карта императора. То есть, да, здесь вы выходите в стабильность. Так, и что за напутствие? Хочу еще посмотреть. Немножечко нужно подождать, вы войдете в свою силу. Вкладывайтесь в это. Медленно, уверенно. Ну, плоды, точнее, ваши результаты, которые вы хотите достичь, которых вы получите, но со временем. Не торопитесь. Планомерно делайте то, что задумали, и идите к своей внутренней силе. И отсекайте всех и вся. Ну, вы тут уже такой человек. Вы вот входите в королеву мечей, которая входит в свою силу, и она больше никому не даст залезть на ее территорию. Здесь вы прошли определенный урок. Вы потеряли, видимо, вот это вот какую-то стабильность в деньгах, где-то в чем-то потеряли, и вы поняли, что я буду делать а-та-та. Вы как будто уходите в новое. Из разочарований, из того, что не замечали возможностей. Знаете, вы были сосредоточены на том, что вы потеряли, и не смотрели, не делали акцент на том, что у вас уже есть. И еще посмотрите, пожалуйста, знаете, на какой свой аспект? Деловую хватку свою, пожалуйста, прокачайте. То есть, видите, ваше хватайте и держитесь. Всеми возможными и невозможными способами. Так что стихия Земля у вас на данном этапе, сейчас посмотрим, что по стихии воздуха, конечно, но у вас здесь самый лучший такой прогноз. Ну и капитан очевидность, стихия воздуха. Давайте смотрим, что у вас тут так? Так. Так, стихия воздуха. Во-первых, недоброжелатели ваши вас не видят. Вы под охраной определенных сил. То есть вы вообще вне радаров, если хотите. Работа на кладбище была. Если кто этого не делал, вариант не для вас. Говорю сразу. Так, сила слова. Какие-то заклинания читали. Что-то вы произнесли, и это опана, да.
повторюсь, те, кто не работал на кладбище и выбрал этот вариант, ну, не для вас. Возможно, что на местах силы вы работали. Почему? Потому что здесь прям вышли и предки, и те, кто владеют местами силы. Если кладбище это хозяин, хозяйка, обращение к ним было однозначно. И тут знаете чего, как интересно? Вам, короче говоря, хотели, чтобы вы боялись славы, боялись своего успеха, чтобы вы были нерешительны, понимаете? Чтобы вы застряли перед каким-то трудным решением. Возможно, кто-то из вас побаивается идти на кладбище, и такое здесь может быть, но если боитесь, то нет, бояться вам не стоит, вас уже давным-давно там ждут. В смысле, ваши предки и тому подобное. Места силы вас ждут, а не то, что вы уже должны в ритуальные услуги бежать заказывать, да? Хрустальный, как у Белоснежки был. И вот эта вот нерешительность мне очень интересна. Почему? Потому что здесь, во-первых, при работе на погосте могут быть искушения, но дары судьбы вы получаете. И здесь энергия, здесь изобилие. Вы понимаете, как вы заставляете вещи случаться? Вот что. Бесстрашие нужно проявить. Или уже проявили. Просто, знаете, здесь была у меня такая тоже глупая ситуация, когда я, реально на кладбище бегала, короче. И, при этом я просто ржала до слез. Я не знаю, я напугала там кого только могла, короче, и, то есть в тот момент самым страшным созданием на этом кладбище была именно я, реально. И вот здесь вот что-то вот такое же и у вас, понимаете? Нужно, если этого еще не было, вам это нужно сделать. Если это уже было, говорят, вот, все окей, все круто. То есть, стихия воздуха переплюнула стихию земли. Почему? Потому что здесь и тут хорошо, но здесь более серьезные энергии, знаете, здесь более далеко идущие планы у человека. Итак, хочу посмотреть вот эту вот еще нерешительность, потому что, смотрите, дары судьбы, может быть, вы это сняли, на вас делали, а вы сняли это все, разогнали, да, так сказать, энергию, о чем говорю, вот, смотрите, королева Пентаклей, короче, люди, видимо, какие-то не хотели, чтобы ваши дары были у вас, чтобы вы не вошли в свою королеву Пентаклей, понимаете? Чтобы вы не были хозяйкой своего дела, своего пространства, чтобы вы не были матерью, женой, я не знаю, любимой женщиной. Но вы эти дары получаете, знаете? Вот еще момент, короче говоря, девочки, мальчики тоже, но на себя переверните. Короче говоря, знаете здесь чего еще? Проработайте свою нерешительность в плане того, чтобы начать новые отношения. Вот еще такой момент. Потому что вы здесь от недоброжелателей закрыты, если они и делали вам, что вы не могли кого-то встретить, свою вторую половину, да, здесь это давно было делано. К вам, короче говоря, вышли очень многие на этих местах силы. Или выйдут, если вы туда пойдете. Искушения будут, предупреждаю сразу.
Будьте осторожны, бдительны и аккуратны. Но особенно на кладбище там часто такие проверки нам устраивают. Да, здесь смотрите, во-первых, предками, духами вашего рода это будут еще вас проверять на вшивость. Во-вторых, ну вы пройдете все, понимаете, вы здесь. И вот здесь пришло ваше время получать. Поэтому не думайте, не бойтесь, короче, ничего, да, вот самое главное, что бы там ни происходило, вот из этих искушений на местах силы, вы, короче, не бойтесь, даже если вы побежите, понимаете, не нужно испытывать внутри страха никакого, никогда, не нужно там чего-то пугаться, понимаете, потому что это всего лишь проверка ваша, и все. Поверьте, вот реально, здесь как бы... Здесь у вас еще какой-то туз пентаклей из прошлого к вам валит. Счастье вам принесет. Ой, девочки, девочки, мальчики, здесь и в любви, и в денежках у вас будет все прям прекрасно. Но... Кстати, здесь, да, вас закрывали от того, чтобы вы встретили свою вторую половину. Но здесь, понимаете, еще какой момент? Здесь ведьмы меня смотрят, это однозначно. Поверьте, вот мне, особенно на кладбище, да, ничего страшнее вас там быть не может. То есть кому... Вот кто переживает, да, идти или не идти, вот моя ситуация вам как бы, ну, в помощь, да, мой рассказ о том, как у меня однажды произошло. И, ну, честно сказать, я очень ржала, я вот, ну, я смеялась от души. То есть, так как на кладбище я не смеюсь нигде, вот, понимаете, искренне так. И вот... Короче говоря, вот те, кто еще не сделал этот шаг, вам нужно его делать и не бояться. Ну, естественно, делать правильно, не наобум, лучше по интуиции, конечно. Если нет, обратитесь к тем людям, которые могут вам подсказать, как это сделать правильно. Но... Не знаю, если у вас такая ситуация была, вот интересная, связанная с такими местами силы, отпишитесь, мне будет интересно почитать, одна ли такая, знаете, с припиздом, короче. Ну и на этом все, ребят. Я вам желаю добра этого мира и пока-пока.